Приветствуем вас на канале технических решений Энергомаг. Меня зовут Александр, и мы продолжаем серию видео по теме электропроводка в современной квартире. В этом видео мы с вами рассмотрим схему электропроводки современной квартиры, вначале в общих чертах, а потом более подробно, из чего она должна состоять, для того, чтобы эта электропроводка служила долго, надежно, не создавала никаких проблем. Поэтому я рекомендую вам досмотреть сегодняшний данный ролик до конца, вне зависимости, являетесь вы электриком, профессионалом, специалистом или выступаете в роли потребителя или заказчика. Итак, какая архитектура или принцип построения электропроводки в современной квартире? Поскольку схема в каждом конкретном случае может быть разной, в каждой квартире или в каждом доме используется свое количество розеток, свое количество светильников и различной стационарной бытовой техники и так далее. Архитектура – это общая концепция, на основании которой разрабатывается каждая конкретная схема. Что ж, давайте приступим непосредственно к рассмотрению схемы электропроводки. Сразу сделаю небольшое отступление и скажу, все ссылки и рекомендации, которые вы будете видеть в этом видео, вы можете найти внизу по ссылкам в описании и посмотреть это видео. Также вы можете зайти на сайт наш eli.kiev.ua, ссылку на которой вы сейчас видите на экране слева внизу, и ознакомиться с другими статьями по теме электромонтажной работы, электропроводка в квартире или в доме. Ну что ж, давайте продолжим. В многоквартирных домах на лестничных клетках устанавливаются этажные распределительные щиты, от которых от общего стояка делается ответвление на каждую квартиру. Устанавливается автоматический выключатель и счетчик электрической энергии. Дальше от этажного распределительного щита в одной кабель заходит в квартиру, где обычно устанавливается отдельный квартирный щит, если мы говорим о современных квартирах или если в квартире производится полная замена электропроводки, хотя квартира времен постройки Советского Союза. В этом щите непосредственно в квартирном уже устанавливаются модульные электрические аппараты защиты. Это такие как автоматические выключатели, УЗО и другое вспомогательное оборудование, которое также может быть установлено на DIN-рейку. DIN-рейка — это такая рейка, которая есть в щитке, на котором закрепляются автоматы внутри электрического щита. Ну, такое оборудование может быть, как, например, реле напряжения. Далее от электрического щита кабельными линиями выполняются отдельные группы для подключения розеточных групп стационарной бытовой техники, группы освещения и так далее. Такая вот основная архитектура построения электропроводки в современных многоквартирных домах. Для коттеджей или частных домов схема будет немного выглядеть по-другому. На вводе обычно от воздушной линии устанавливается щит учета, в котором также монтируется вводной автоматический выключатель. Возле этого щита учета должен быть выполнен контур защитного заземления. В этом щите учета есть счетчик электрической энергии, а далее уже от щита учета вводным кабелем запитывается щит внутри дома, который устанавливается. И далее аналогично, как в многоквартирных домах, от внутреннего щита дома выполняются групповые линии, к которым подключаются также розеточные группы, отдельно стиральные машины, бойлеры, духовки, другие группы розеток, группы освещения, ну и другие бытовые приборы. Если дом имеет несколько этажей, обычно на каждом этаже устанавливается свой отдельный электрический щит, который подключается к вводному щиту внутри дома, о котором я уже говорил. Это экономически выгоднее, меньше кабеля уйдет и упрощается при этом электрическая схема. Вам не нужно бегать на первый этаж, если что-то произошло, что может произойти, отключается автомат, не нужно бежать вниз, а щит находится непосредственно на том этаже, где может, например, какая-то проблема в розетке возникнуть. Вот такая, в принципе, основная архитектура или схема внутренней электропроводки в квартирах многоэтажных домов, в коттеджах или частных домах. Давайте непосредственно рассмотрим саму схему электропроводки современной квартиры. Как я говорил, питание от этажного распределительного щита с помощью одного кабеля заводится на квартирный электрический щиток, где уже нагрузка распределяется на отдельные группы для подключения стационарных мощных бытовых приборов, таких как электродуховка, стиральная машина, электрический бойлер, кондиционер и так далее. Также отдельно на несколько розеточных групп, например, в комнатах.
То есть стандартная схема, она является типовой, в каждом конкретном случае она, конечно, будет видоизменена в зависимости от того, сколько у вас будет групп потребителей, то есть сколько будет блоков розеток. Но общий принцип, общая архитектура построения будет такая, как вы сейчас видите на рисунке. То есть в одной кабель заходит квартирный щит, далее устанавливаются автоматические выключатели отдельно на каждую группу, и уже после автоматических выключателей по отдельным группам кабелем непосредственно подключаются бытовые приборы. Давайте рассмотрим более подробно, каким образом осуществляется подключение розеточных групп и групп освещения. Если с подключением бытовой стационарной техники все понятно, там от отдельного автоматического выключателя или автомата, который в щите установлен на эту группу, идет отдельный кабель и непосредственно заканчивается подключением либо к розетке, либо непосредственно на сам бытовой прибор, если он мощный. То есть группа не разветвляется, а непосредственно от автомата идет прямая линия к прибору. В розеточных группах, например, комнат, от автоматического выключателя, как вы видите сейчас на схеме, заводится питание по классической схеме в распределительную коробку, которая имеет много названий. Еще ее называют ответвительная коробка, распаечная коробка и так далее. В распределительной коробке происходит ответвление, то есть кабель в этой коробке по необходимости разветвляется, делается опуск на, допустим, одну розетку, либо вместо одной розетки может быть установлен розеточный блок, то есть несколько розеток. Далее от этой распределительной коробки питающий провод идет на следующую распределительную коробку, там опять происходит ответвление на следующий розеточный блок. И далее уже идет на последний розеточный блок этот же питающий кабель. В зависимости от того, какое у вас количество розеток, соответственно, устанавливается необходимое количество распределительных коробок. И от них происходит ответвление от каждой коробки на соответствующий розеточный блок. В блоке может быть одна розетка или несколько розеток. В продаже обычно бывают рамки, которые устанавливаются после установки розеток, которые допускают максимально установить в одну рамку или блок до 5 розеток. Вы должны это помнить, когда вы планируете количество розеток в блоке, что максимум вместе можно поставить 5 розеток. Группа освещения разводится по такому же принципу. От автоматического выключателя в щите питающий кабель заходит в предкоробку, где происходит разделение. Один кабель идет на светильник или там люстра, к примеру, или бра, второй идет на выключатель. Для случая одноклавишного выключателя коммутацию вы сейчас видите на рисунке. В случае, если необходимо подключать несколько светильников, а на практике оно так обычно и происходит, тогда все будет по аналогии с розеточными группами. В этой же распредкоробке еще ответвляется питающий кабель, который идет на следующую распредкоробку, в которой также происходит расключение или разделение необходимого светильника или на группы светильников. Также могут быть установлены проходные выключатели, различные бра и так далее. То есть основной принцип здесь такой. Устанавливается распредкоробка, либо несколько распредкоробок между собой, они соединяются питающим кабелем, и к первой распредкоробке кабель идет от автоматического выключателя, который находится в электрическом щите. То есть если отключается выключатель, обестачивается вся группа освещения. Вот такой основной принцип, как выполняется подключение розеток и выключателей в квартире или в доме. Но существуют еще и другие способы подключения. Существуют способы подключения без использования распредкоробок. Об этих способах мы уже рассказывали ранее в наших роликах, и вы можете посмотреть эти видео по ссылке в описании. Ну вот и все. Если видео было для вас полезным и интересным, не забудьте поставить лайк, помогайте развиваться нашему каналу, подписывайтесь на канал Энергомаг. Впереди много интересных видео по этой теме и по многим другим будут на нашем канале. До встречи на нашем канале. Пока!